Недавно я был в Татарстане, в Казани, и попал в замечательный ресторан, который называется «Татарская усадьба». И в этом ресторане я вздрогнул от неожиданности несколько раз. От неожиданно вкусной еды, которую там готовили. Ну и я не выдержал, пошел на кухню, познакомился с поварами и попытался даже сделать съемку. Но у них на кухне здесь вытяжка работает, здесь холодильник гудит, здесь люди разговаривают, и звук получился бракованный. Поэтому я покажу вам только некоторые фрагменты, как меня учили готовить татарский эчпочмак. Меня зовут Миляуша. Мы работаем в татарской усадьбе. Всех ждем, приглашаем. Для теста идет сливочное масло. Татарская кухня стоит песочное тесто. Берем 200 грамм масла. Так. Туда добавляем холодной воды 200 грамм. Так. 70 грамм сметана. Жирности 20%. Ну, обычная сметана, как в Да, магазине продают. Да. Затем добавляем сахар. 1 столовая ложка. 1 столовая ложка. И 1/3 часть соли. На это 700 грамм муки вот это у нас. И еще самое основное, что песочное тесто было хрустящее, добавляем рецептите теста. Одна пачка это 10 грамм. Все это перемешиваем. Все это перемешали, тихонечко добавляем муки, замешиваем тесто. Все это хорошо перемешиваем. Ну, замешиваем как обычно, да? Да, Ничего как необычного обычно. нет. Чтобы вся мука ушла, в конце еще добавляем чуть-чуть воды. Сейчас неудобно. Родных, близких. Тесто у нас готово. Вот такое оно. Должно отдохнуть минут 15-20. И потом затем можно формировать. Хотите, чтобы было вкусно? Давайте в точности повторять тот рецепт, которому меня научили в Татарстане. Настоящие мастерицы татарской кухни. 200 грамм сливочного масла. Хорошего сливочного масла 200 грамм. Меньше не берите. И 200 грамм холодной воды. Правда, пока что налил только часть этой воды. Миллилитров 150. А еще в эту же самую воду необходимо насыпать разрыхлитель. Без него ничего не получится. Еще прямо сюда, в воду, в жидкую часть, нужно насыпать столовую ложку сахара, не меньше. Ну и несоленое тесто тоже не бывает вкусным. Знаете, сколько соли? Наверное, примерно 1/3 столовой ложки. Этого будет в самый раз. А еще прямо в тесто надо положить 200 грамм сметаны. Без сметаны вкусно не будет. Вот теперь 700 грамм муки. Запомнили пропорции? 200 миллилитров воды, 200 грамм сметаны. Яиц не надо, хотя в некоторых книгах по татарской кухне написано, что, мол, еще и яйцо нужно добавить. 200 граммов сливочного масла, разрыхлитель, сахар, соль и замешиваем тесто. Замешиваем тесто руками, постепенно добавляя все больше и больше муки. Я знаю, что значительная часть моих подписчиков – это мужчины. И мужчины до смерти боятся теста. Мол, тесто к рукам прилипнет. Ребята, не бойтесь ничего. Все у вас получится. Получается же у меня, значит, и у вас получится. Сначала тесто месим вот здесь. И оно получается пока что, знаете, таким лохматым. Ну и вот теперь, ближе к окончанию приготовления теста, надо долить еще немного воды. Я пока что не понял физику и химию этого процесса, почему часть воды надо налить в тесто уже потом, когда оно практически готово. Но, тем не менее, меня так научили, и я пока что слепо доверяю, потому что пробовал эти эчпочмаки. Они, на удивление, вкусные.
И вообще могу сказать, что в Татарстане, в Казани мне очень понравилось. Очень хороший город, очень хорошие люди. Многие узнают меня. Очень многие говорят, что смотрят мои программы. Всем посылаю горячий привет. Салам алейкум из Подмосковья, где я пытаюсь научиться готовить татарские эчпочмаки. 10-15 минут и тесто готово. Почему я считаю, что тесто готово? А посмотрите, оно уже не липнет к тазику. И больше того, тазик-то, где я вымешиваю тесто, практически чистый. Все налипло в тесто. Тесто готово, его можно сложить и убрать для растаивания. Минут на 40, а может быть даже и на час. Тесто должно приобрести особую консистенцию. Посмотрите, как меня учит мастер татарской кухни. Вот у нас готово тесто, отдохнувшееся уже. Сколько весят эти шарики примерно, вот эти заготовочки? Это по 50 грамм раскидываем тесто. Шарики раскатываем диаметром 7-8 сантиметров. Диаметр круг. Сначала накладываем мясо. И также нарезанный сырой картофель. 300 грамм картофеля. Да, можно на пару часов эта начинка хватит у нас. Сыпем чуть-чуть ароматную. Ну, совсем чуть-чуть, прям совсем. А соль? Соль по вкусу, чтобы... Соль по вкусу. И в конце добавляем топленый. Вот самый вкусный момент. Ай, машаллах, молодец. Масло прям заливаем. Молодец. Картошка все возьмет себе. Сколько масла налили? Грамм 100, я вижу, да? Да. Пока выстаивается тесто, у вас как раз есть время, чтобы нарезать фарш. Да, не через мясорубку, а остреньким ножом. Мясо берут даже чуточку меньше, чем картошки. Картошки берут чуть побольше, и получается только вкуснее, сочнее. Лука не так много, как, скажем, в узбекскую самсу, либо в узбекские манты. Теперь этот фарш необходимо посолить и поперчить. Я не знаю даже, сколько здесь грамм мяса. Думаю, что грамм 700. Поэтому беру вот столько соли. Это все на глаз. Да? У каждого своя мера соли, и соль бывает разная. А еще черный перец. Я вообще обратил внимание, что в Татарстане минимальное использование специй. Зато обильно используют то, что есть. И то, что не может испортить никакую еду, даже кашу. Я говорю про масло. Это топленое масло. Здесь его грамм 50. И именно им приправляют фарш для сочности. Все. Фарш осталось перемешать и дать ему немного постоять. Дать мясу просолиться. И, может быть, даже немного выпустить сок. Если мы готовили узбекские, не знаю, там, манты, самсу, то наверняка бы добавили мелко порезанное курдючное сало. Но Татарстан – это прежде всего про сливочное масло и протопленное масло. Ну вот, фарш уже пахнет очень вкусно. Оставим его в сторонку и можем заниматься тестом. Из теста необходимо приготовить комочки, заготовки, для того, чтобы потом его раскатывать. Стандартный ресторанный размер эчпочмака – это 100 грамм. 50 грамм теста, 50 грамм фарша. Я вам потом объясню, почему такая пропорция. А мы сделаем их чуточку крупнее. Я думаю, взять грамм по 60 теста и грамм по 60 фарша. То есть примерно по 120 грамм каждый эчпочмак. Из теста раскатываем ровную колбаску. Ну, все примерно точно так же, как на пельмени, только тесто берем вот столько. Вот примерно по 60-65 грамм. Видите, у меня нет весов. Я практически не пользуюсь весами на кухне, потому что они мне не очень нужны. Но мне очень необходимо, скажем так, некоторое чутье. Из кусочков теста скатайте шарики поровнее, поаккуратнее. Так будет проще раскатывать их в ровные круги.
Скалку смазываем мукой и начинаем раскатывать. Тесто очень мягкое, очень податливое. Вам понравится раскатывать такое тесто. 100-граммовые эчпочмаки раскатывали в круги размером примерно 12 сантиметров. Поскольку у меня 120-граммовые эчпочмаки и тесто 60 грамм, я раскатываю тесто примерно в 15-16 сантиметров. Форма для запекания. В книгах по татарской кухне я прочитал, что ее надо смазывать маслом. Но своими глазами я видел, как эчпочмаки выпекали на обычной сковородке. Правда, ставили ее в настоящую дровяную печь. Я обратил внимание, что во многих ресторанах в Татарстане стоят настоящие дровяные печи. И не для красоты. В них по-настоящему готовят ту еду, которую раздают людям. Так вот, в ресторане сковородку для запекания маслом не смазывали. А в книгах написано «смажьте маслом». Я уже говорил сегодня эту фразу, что не испортишь кашу маслом. В каждой ложке примерно по 25 граммов фарша помещается. 2,5 ложечки. Это будет около 60 грамм. И теперь ровно так, как меня учили в Татарстане. Учили, научили или нет, сейчас проверим. Однако, чтобы вам научиться правильно, лучше не смотреть на то, как это делаю я. Лучше посмотрите фрагмент, как работает мастерица из Татарстана. Как видите, сколько мяса и это. Все. 50 грамм теста, 60 или 70 грамм она положила. Да. 60 или 70 грамм. Давайте, начнем лепить. Берем два края, соединяем. И получается у нас один угол. Думаю, для всех она простая. Вот так, к серединке, да? Серединка, все это защипливаем хорошенько. Серединка к серединке. И вот у нас получается... Ну давайте второй, не бывает татара без пары, давайте. Все это защипливаем, аккуратно все. Тесто очень нежное, как я сказала, песочное тесто. Покажите, какой узор. Виды косички с помощью вот этих двух пальцев. Еще раз, я ничего не понял. По шагам идете, поднимаясь по гору. Таким образом. Ну-ка по-татарски, давай быстро. Ну-ка давай быстро. Так. Чих-пых, чих-пых, чих-пых. Ну все, ставим выпекать. На сковородке? На сковородке и отправляем прямо в древяной печи. У нас еще таких 3 штуки печь на дрова, которые делаем мясо и выпечка. Вы не думаете, что у нас одна на такой большой комплекс? Вот в чем причина, почему они треугольные. Они так лучше ложатся на сковородку. А я попробую повторить за ней вместе с вами. Если у нас с вами где-то что-то не будет получаться точно так же, как у мастерицы с Татарстана, в этом нет ничего страшного. Мы же учимся готовить. Они тоже не сразу научились, во-первых. А во-вторых, возможно, что мы с вами умеем что-то делать лучше, чем они. Но мы здесь собрались не для того, чтобы поспорить, а для того, чтобы приготовить очень вкусные эчпочмаки. И вот в чем их секрет. Фарша не жалеть. Накладывайте на каждый сочин теста прямо целую горку фарша. Вот так. Теперь посмотрите, берете тесто за края и слепляете его в середине. Вот так. Удерживаете и долепили до самого низа. Защип пусть будет достаточно широким. Ну а теперь подтягиваем другой край теста к середине, приподняли вот этот мешочек и получили практически не треугольник, а этакую трехгранную пирамидку. И вот теперь давайте попробуем сделать защип. Правду скажу, я не уверен, что он у меня получится таким же симпатичным, как получался у мастерицы в Татарстане. Ну вот как. Оставляем указательный палец вот здесь. Слепили. Теперь у меня указательный палец вот здесь. Слепили.
Указательный палец здесь, слепили. Указательный палец здесь, слепили. Какие пальцы, такой защип. Тут уж ничего не поделаешь. Разве что поручить защипывать девочкам из вашей семьи. Пусть они защипывают, а вы будете нарезать фарш, а вы будете месить тесто. Это вполне себе мужское дело. И самое главное – топить печь. Как бы мне хотелось, ребята, чтобы каждый из вас построил дома печь. Это очень важно, потому что в доме должно вкусно пахнуть. У меня и там, в том доме, есть печь. И вот здесь, на улице, тоже есть печь. И она хорошо протоплена, градусов до 240-250. Может быть, ее даже стоило бы проветрить слегка, потому что наилучшая температура для выпечки эчпочмаков, хлеба, узбекских лепешек, самсы – это 225 градусов. Но мастерица в Татарстане мне сказала, что где-то от 210 до 240. И это тоже правильно. Потому что печь, дровяная печь, это не электрическое устройство, которое можно отрегулировать совершенно точно. Ну, давайте, смотрите еще раз. Приподняли центр и залепили. Теперь вот это к серединочке, теперь вот это к серединочке. Удерживаем рукой и залепили. Не знаю, насколько красиво это получится, но то, что будет вкусно, я вам ручаюсь. Где-то в каких-то книгах, в каких-то рецептах я прочитал, что эчпочмаки перед выпечкой смазывают то яйцом, то смешивают яйцо и сливки. Я тоже так часто поступаю с другими изделиями из теста и фарша, например, с самсой. Но сегодня я буду готовить ровно так, как меня научили. Иначе зачем на меня потратили время? Серединки слепили. О, все лучше и лучше. С каждым разом получается все лучше и лучше. Самое главное быть уверенными, что все у нас получится. А куда что денется, если мы готовим от души, из хороших продуктов, с хорошим настроением. Как может не получиться? Давайте тесто продолжать раскатывать. К слову сказать, я уже не раз обращался к татарской кухне. Мы дважды готовили беляши. Правда, в Татарстане их называют по-другому. В Татарстане на то, что мы называем беляшами, говорят перемящ. Где-то в каких-то регионах говорят кайнар, кайнары. А слово балиш применяют совсем другим блюдам. Блюдо, которое называется зор-балиш, мы его тоже готовили. И блюдо, которое называется вак-балиш. Мы его еще не готовили. Но я хочу вам сказать, что я надеюсь изучить татарскую кухню и поделиться с вами этими знаниями достаточно подробно в самом ближайшем времени. А как может не понравиться кухня очень трудолюбивого, спокойного и порядочного народа? С трудом связан вкус еды каждого народа. Чем больше люди работают, тем вкуснее едят. Это закон, закон природы, закон существования человечества. И, кстати говоря, я обратил внимание, что я не увидел в Татарстане чрезмерно полных, жирных, некрасивых людей. Все люди как люди, нормальные, несмотря на то, что питаются очень сытно. Ну так что, будем смазывать эчпочмаки или нет? В некоторых книгах, я уже говорил, смазывают кто желтком, кто смазывает какими-то сливками и смесью из желтков и сливок. Но в одном рецепте я прочитал: смажьте растопленным сливочным маслом. И мне эта идея так понравилась, что я тоже решил смазать мои эчпочмаки с топленым маслом. Непременно следует оставить некоторое пространство между изделиями, чтобы горячему воздуху было где ходить. Имейте в виду, что соки внутри могут закипеть, и изделия еще и надуются. Так. А здесь печка топится, вон там оттуда видно, что внутри горит огонь. Все по-настоящему, без обмана у волшебника Сулеймана. Кочергой, ухватом, туда, вовнутрь. Все, можно ставить в печь.
И можно поставить, разумеется, в духовку. Духовку протопите до температуры 225 градусов. Да и ставьте минут на 25, на 30, так мастерица сказала. Но я на всякий случай хочу объяснить, по крайней мере, тем людям, которые, может быть, когда-нибудь построят печь. Дрова и уголь необходимо смести в одну сторону печи. Ну, наверное, лучше в левую. Эчпочмаки выпекаются в то время, когда в печи еще продолжает гореть огонь. Я печь загрузил углем, он дает очень такой же жар. И если вот этот уголь будет находиться прямо вот здесь, близко от этого эчпочмака, и уголь будет светить своим алым свечением прямо на эчпочмак, то вот здесь у нас все пригорит. Как же быть? Для этого, еще когда мы строили печь, я нарезал вот таких кирпичиков. Понимаете? Этими кирпичиками вот так обложим, уголь будет гореть здесь, а сюда светить не будет. Жар будет идти, температура будет поддерживаться, но вот здесь у нас ничего не пригорит. Понятно? Ну и все, ставим форму с эчпочмаками в печь. Дверь полностью не прикрываем. Оставляем слегка прикрытой, чтобы воздух туда проходил и чтобы уголь не затух. Чтобы вы не думали, будто в Казани я только по ресторанам ходил, да эчпочмаки ел. Я еще и в библиотеку ходил. Культурное мероприятие, понимаешь ли. Республиканская библиотека в Казани. Место, на удивление, красивое. Расположено очень хорошо. И люди там работают замечательные. Выяснилось, что в этой библиотеке есть и мои книги. Ну, они просто чемпионы. Их постоянно расхватывают, они постоянно на руках. Их там не хватает. Поэтому я вот что сделал. Я послал в Казань 7 посылок. 7 больших посылок с моими книгами. Больше, чем на 100 тысяч рублей. Но дело не в деньгах. Дело в том, что теперь, я надеюсь, моих книг в Казани читателям будет хватать. Сходите в библиотеку и возьмете. Больше того, очень скоро я еще раз поеду в Казань для того, чтобы провести в Казани особое мероприятие. Передачу вот этих вот самых 7 посылок в подарок Национальной библиотеке. Устроим встречу с моими читателями, устроим встречу с моими зрителями, подписчиками. И я думаю, что будет все хорошо. Ну что, готово? Да, наша. Смотрите, смотрите, смотрите. Это надо видеть своими глазами. Чувствуете аромат? Я чувствую аромат, я чувствую огромную любовь к этому делу и добросовестность у этой молодой прекрасной женщины, которая помогла нам познакомиться с рецептом татарского эчпочмака. Сливочным маслом. Со всех сторон. Дорогие гости, наши эчпочмаки сегодня готовы. Приготовлен из древесной пищи с телятиной с картофелем с луком. И какая красота! Да. Вот почему татары здоровые люди. Вот эти эчпочмаки от и до приготовлены здесь, в печи. А вот эти моя супруга там в духовке приготовила. Ну, как положено, смазать маслом. Ух ты! Слишком тонкое тесто в одном из них получилось. Видите как? Задел кочергой и дырочка. Но ничего. Менее вкусным от этого этот эчпочмак не стал. Я вам по секрету скажу. Я один уже даже попробовал, пока вот эти допекались. И мне так понравился эчпочмак.
Шундай тамля болде, эчпачмак, что я хочу поблагодарить татарский народ за его трудолюбие, за его честность, за его порядочность и за очень вкусные рецепты, которыми татарский народ щедро делится со всеми нами. Приятного аппетита! Или взять и разломить один. Хорошо, сейчас так и поступим. Дорогие друзья, если я что-то и сделал в своей жизни хорошее, то это кулинарные книги, которые я написал. Вот эти две занимали первые места на международных конкурсах, но дело даже не в этом. Когда их даешь кому-либо в руки, люди берут и говорят, дорого стоит, 1008 или 10. То есть люди оценивают их в 3 раза дороже, чем они стоят на самом деле. Но сегодня у меня для вас отличная новость. Скоро наступает летний сезон. Нужно будет готовить что? Шашлык. Для этого есть книжка «Мангал». Те, кто покупает книжку «Мангал» вместе с книгой «Казан», шикарная книга, между прочим, получают абсолютно уникальную книгу о марокканской кухне совершенно бесплатно. Знаете, что такое марокканская кухня? Кто полюбил узбекскую, кто полюбил азербайджанскую, тот полюбит и марокканскую. Потому что это как бы продолжение тех же самых блюд, только с абсолютно другим вкусом. Готовится очень просто. Готовится из тех же самых продуктов, из которых и мы в основном готовим, и с теми же самыми специями, что продаются у нас повсюду. Но получается что-то новое. А кулинария и есть наука о новых блюдах. Итак, «Мангал», книга «Казан», и вы получаете книгу «Таджин Кускус» о марокканской кухне. Совершенно бесплатно. Сама по себе эта книга стоит 3000 рублей. Но это еще не все. Вот здесь у меня есть книжка «Счастье кулинара». Во многом эта книга автобиографическая. Она о моем кулинарном становлении. Что я любил в детстве, что мы с супругой готовили в молодости, что мы любим готовить сейчас. Это книга о нашей семейной кухне. Но, разумеется, моя самая большая любовь – это плов. Итого, книга «Плов» и книга «Счастье кулинара». Кто покупает их вместе, получает книгу про марокканскую кухню опять бесплатно. Книги можно заказать с автографом. Вот эта книга нынче чемпион по продажам, потому что это самая новая книга, составленная по рецептам, которые вы выбрали. Вы смотрели эти рецепты больше всего в Ютубе, вы их чаще всего лайкали, вы чаще всего подписывали, просмотрев ролики с этими рецептами. 75 уникальных, самых вкусных рецептов вот здесь. Помимо этого, я хотел бы предложить вам очень интересную книгу о чеченской кухне. Эта книга так и называется «Кухня чеченского народа». Шикарный том. Опять-таки, что-то новенькое. Не то, что вы готовите всегда. Хотите развиваться дальше? Хотите узнавать что-то новое? Вот она. Книга о чеченской кухне. Кавказ, что может быть лучше? Лучше может быть только книга о баранине. Книга «Казан-баран» и моя самая первая книга, которая продается уже 17 лет. «Казан, мангал и другие мужские удовольствия». Так любит ее народ, что каждый год приходится допечатывать тиражи. К слову говоря, книга «Таджин Кускус» только кажется маленькой. На самом деле она чуть-чуть больше, чуть-чуть шире, чем книга «Казан-мангал». Вот она насколько больше. Вот она насколько шире. Точно такая же по толщине, отпечатанная на роскошной бумаге. Если кто-то захочет купить вот эти две книги, «Казан» и «Плов», разумеется, тому человеку я тоже подарю книгу «Таджин Кускус» совершенно бесплатно. А если кто-то захочет купить 3 книги о чеченской кухне, а так часто бывает,
Люди покупают сразу несколько книг, а потом просят меня: эту книгу подпиши для Сергея, эту книгу подпиши для Рустама, эту книгу подпиши для Бориса. И все, у этого человека решен вопрос с подарками. Итак, хотите ли вы купить что-то для себя, хотите ли вы купить что-то в подарок друзьям, всегда есть выбор. Одну книгу берете себе, одну книгу другу, третью получаете бесплатно. Заходите в мой магазин stalik.ru. Книги мы знаете, как упаковываем? Во-первых, картонная коробка. Во-вторых, обязательно пузырчатая пленка. И только потом пакетик, в котором вам эту книгу и доставят. Все книги доставляют в идеальном состоянии. Не помятые, не порванные, как это бывает очень часто, к сожалению, в маркетплейсах. Я поэтому и решил, что больше мои книги в маркетплейсах продаваться не будут. Эксклюзивный продавец моих книг – мой магазин, где все под моим контролем – stalik.ru. Ссылка в описании.